вот, как ни удивительно, но одна из самых известных в России 90-х и одна из самых качественных 8-битных мелодий, прозвучавших на Денди и написанных на основе зарубежного музыкального хита, была сделана пиратами. Да. А точнее, одним из программистов тайваньской компании NTDEC, имен которых мы, наверное, уже никогда не узнаем. Но автор этого трека навсегда вписал себя в мировой зал славы композиторов 8-битной музыки, ибо создал мелодию, известную в этой части света ничуть не меньше, чем та же тема из Super Mario. Узнаваема она, конечно, и за счет того, что является упрощенной кавер-версией известного американского шлягера Unchained Melody, в переводе «Освобожденная любовь», написанного еще в 1955 году и исполняемого многими известными артистами и ансамблями, от Элвиса Пресли до U2. Самая известная версия песни принадлежит дуэту Righteous Brothers, и многим сейчас она больше знакома по фильму «Привидение» 90-го года, где являлась основной романтической темой всей картины. Исходя из этого, можно даже сказать, что 8-битная версия этой мелодии, встречавшаяся на пиратских многоигровках типа 9999 игр в одном, является кавером на саундтрек одного из фильмов тех лет. А это, в свою очередь, затрагивает целый пласт 8-битной музыки, создававшейся на протяжении целого десятилетия для игр на NES и Famicom и сделанных на основе известных кинопроизведений, выходивших в тот же самый период. Так что сегодня я предлагаю вам вспомнить и послушать музыку бит, созданную на основе фильмов нашего детства. Ведь многое из нее, безусловно, является настоящими хитами, которые вошли в историю. Но в этой истории и без того есть еще немало интересного. В прошлом выпуске я рассказывал вам о том, как в детстве записывал музыку из игр Денди на кассеты. И спасибо всем, кто отписался в комментариях, что не один я был такой. Так вот, с музыкой из фильмов я в то время очень хотел делать то же самое. Но, к сожалению, в отличие от игр, такой возможности не имел, так как ни видиком, ни видеокассетами с любимыми фильмами я не располагал. Но, музыка в кино – это ведь многократно сильнее цепляющее явление. Это фактически эмоциональное олицетворение произведения. И если бы у меня была возможность записать на кассету музыку из «Терминатора», или песню «Охотников за привидениями», или тему «Рокки», или «Робокопа», я бы переслушивал это все настолько часто, насколько сильно любил эти фильмы. Но, увы. Поэтому я был очень рад, что хотя бы аналогичная музыка в играх на Денди все-таки существовала. И вот ее я уже многократно записывал и переслушивал. Конечно, не все эти мелодии впечатляли так же сильно, как оригиналы. Но в случае с «Охотниками за привидениями» хотя бы был выбор. Ведь по ним было целых 3 игры. И, соответственно, 3 разных аранжировки песни Рэя Паркера-младшего. Первая от японской компании Beats Laboratory, портировавших игру от Activision, была никакая. Просто пищалка, даже без ударных. Впрочем, в плюс ей можно записать хотя бы то, что мелодия переложена с песни от начала до самого конца. Вторая версия, сделанная по сиквелу «Охотников», также выпущенная Activision, но от американского разработчика Imagineering Incorporated, звучит уже получше. Но как-то совсем не весело. И в отличие от первой, эта версия копирует уже только 3/4 основной песни. Ну и наконец, третья итерация хита Рэя Паркера, выходившая в Японии на Famicom от Hall Laboratory,
под названием New Ghostbusters 2 звучала уже очень сочно. И для меня, как для фана «Охотников за привидениями», она уже выдавала ту порцию кайфа, который получал от оригинала в фильме. Да, жаль только, что эта версия была еще короче и зацикливалась уже после первого припева. Но гораздо круче и интереснее здесь другой момент. Есть тенденция, что композиторы большинства игр, использующих музыку из фильмов, в основном не уходили дальше одной мелодии, заглавной темы, которой просто достаточно было быть узнаваемой и играть на заставке. А вот в игре New Ghostbusters 2 всю основную музыку писал композитор Дзюн Ишикава, известный фанатам по созданию музыки к играм серии Kirby. Так вот, в случае с «Охотниками за привидениями» Ишикава конкретно заморочился и практически для каждого уровня закаверил по одной мелодии из песен, звучавших в официальном саундтреке фильма. Итого, из 10 треков Оста, среди которых были песни Бобби Брауна, Глена Фрея и Элтона Джона, Ишикава сделал целых 6 8-битных каверов. Во всей библиотеке Famicom NES это единственный и уникальный случай. Да еще мало того, что сделал, вы послушайте как. После шикарной заставки и выбора персонажей мы попадаем на первый уровень, мелодия которого вначале напоминает песню On Our Own Бобби Брауна. А далее уже замиксованную с мотивами заглавной темы «Охотников». Но первый ладно, вот музыка на втором уровне уже один в один повторяет песню Глена Фрея под названием Flip City. И это точно один из самых эталонных каверов поп-музыки на Денди.
На третьем уровне игры звучит отдаленная вариация песни Элтона Джона «Love is Cannibal». А на четвертом, не менее точная, чем Flip City, кавер-версия еще одной песни Бобби Брауна «We're Back», написанной для фильма. Последним треком, который Ишикава переложил из саундтрека в игру, была рэп-композиция Spirit от Дага и Фреша. Ее вступление звучит в моменте, когда охотники идут на битву с Вигом Карпатским, а по сторонам таинственно загораются свечи. Some people hear it, some people fear it. Spirit, some people just won't go near it. Sure as I'm me and you should know you're you. The spirit is the key to unlock the true you. Spirit, some people hear it, some people fear it. Spirit, some people just won't go. Фильм «Охотники за привидениями 2» вышел на экраны в 1989 году, а игра «Новые охотники за привидениями 2» в 1990. И это еще один случай, когда американцы не смогли оценить такой крутой саунд, так как в США игра не вышла по причине проблем с правами от Activision. Подобная история произошла и 4 годами ранее с другим известным комедийным фильмом «Балбесы» и его одноименной игрой The Goonies, выходившей на картриджах только для Famicom. Невыпуск этой игры на NES в Америке связан не с проблемами с правами, а потому что Nintendo хотела включить ее в перечень игр на аркадных автоматах Versus System, использующих железо NES. Так или иначе, игра The Goonies от Konami была первой игрой на 8-битной платформе Nintendo, сделанной по американскому фильму и использующей его саундтрек. А именно заглавную песню Good Enough, исполненную певицей Синди Лопер. В игре ее 8-битная версия за авторством Сато Терашимы является открывающей и звучит на первом уровне. Как я уже говорил ранее, во многих играх, сделанных по фильмам, открывающая мелодия на заставке задает тон всей игре и сразу же ассоциируется с первоисточником. Одним из лучших примеров с такой мелодией, на мой взгляд, является игра Top Gun, в заставке которой звучит великолепно уложенное 8-битное ограничение гитарная тема Гарольда Фельтермейера.
Ответственный за это композитор из Konami Kiyohiro Сада написал к игре еще 2 мелодии. Коротенький луп на брифинге к миссиям и ритмичную тему, сопровождающую боевой геймплей. И вот тут так и опять американцам достался огрызок, ибо в версии игры для США музыка на уровне отсутствует вовсе и появляется только в моментах дозаправки, причем в изрядно укороченном виде. А в версии для японского Famicom, вышедшей на месяц позже штатов, наоборот, музыка звучит на уровне, но прекращается на поиске дозаправщика. И я понимаю, что американским геймерам тем самым просто хотели добавить реализма, когда ты слышишь только шум в кабине до звуки выстрелов. Но сама-то игра от этого, по-моему, становится раза в 2 скучнее, разве нет? И весь тот этот драйв, который задавали офигенные темы заставки и брифинга игры, уже к середине 1-го уровня весь куда-то улетучивается. Так что вот, когда порадуешься, что большинство игр на Денди нам везли все-таки из Японии. Принято считать, что задача любого композитора музыки к кинопроизведению состоит в том, чтобы подкрашивать и дополнять действия, и в меру своего таланта суметь создать подходящую атмосферу с запоминающимся лейтмотивом. Применительно к музыке в видеоиграх, базирующихся на фильмах, 50% из этого выполняет оригинальный саундтрек, который достаточно грамотно упростить под ограничения консоли. Но что если фильм не располагает запоминающейся мелодией, или издатель видеоигры не располагает правами на нее? Тут на плечи игрового композитора ложится двойная задача – обеспечить геймплей подходящей музыкой и еще чтобы эта музыка соответствовала атмосфере кинофильма. Кто-то справляется с этой задачей хорошо, кто-то не очень. А кто-то умудряется создать нечто совершенно особенное. О наиболее выдающихся представителях такой авторской киновидеоигровой музыки мы обязательно поговорим отдельно в наших следующих выпусках. А сегодня я бы хотел напоследок отметить еще одного японца, чья 8-битная музыка явно опередила свое время и запомнилась нам с вами во многих играх, в том числе и сделанных по фильмам. Я говорю о композиторе Наоки Кодака, придумавшем изумительные фамикомовские саундтреки к играм компании Sunsoft. Именно перу господина Кодаки принадлежат партитуры к музыкальному сопровождению игр Rough World, Gremlins 2, Blaster Master и тот самый незабываемый саунд Бэтмена.
Наоки Кодака перешел в Sunsoft в середине 80-х, когда ему было 27 лет. И у него не было совершенно никаких познаний в программировании. Зато было высшее музыкальное образование и любовь к видеоиграм. Тем не менее, в Sunsoft он быстро освоился и начал активно работать с 3 основными звуковыми программистами – Наохисой Марота, Шиничи Сэя и Нобуюки Хара. Результатом кропотливой работы именно этой четверки и является совершенно революционный звук, которого никогда прежде не выдавал Famicom. Кодака сочинял и записывал в нотах всю основную музыкальную часть, затем передавал ее команде программистов, они делали электронные аранжировки посредством собственного звукового драйвера и затем под руководством Кодаки доводили ее до идеала. Как вспоминал сам композитор, ребята из звуковой команды Sunsoft были невероятно одаренными. Настоящая команда профессионалов. Не потому, что они хорошо ладили, а потому, что вдохновляли и развивали друг друга. У них было все: креативность, упорство, глубокие теоретические познания и гибкость. В ходе экспериментов со звуком программисты Хара, Морота и Сэя разработали технику, ставшую впоследствии визитной карточкой музыки Sunsoft. Это использование треугольного канала для подкрашивания звука ударных, а DPCM канала для воспроизведения сэмплового баса. Вообще, сама по себе техника, конечно, не нова. В 80-х ее активно использовали в играх на Commodore 64, но просто особенности звукового железа Famicom таковы, что когда не прекращая звучат сэмплы на DPCM, то треугольный и шумовой каналы сильно теряют в громкости, и по отдельности они становятся очень плохо слышны. Поэтому программисты Sunsoft придумали их объединить, что и позволило гармонично вписать сэмпловый бас. Кстати, этот сэмпл баса, как позднее вспоминал Шиничи Сэя, был создан с помощью сэмплера Akai S700, которым владел самый молодой член команды Нобуюки Хара. И использовать его, скорее всего, была именно его идея. После того, как Сэя написал утилиту для конвертации сэмпла, а в звуковой драйвер была добавлена поддержка MML, это такой популярный у японцев язык написания нот. Он удобнее, чем просто хекс-код и более понятен композиторам. Хара и Марота оптимизировали эти данные под ограничения Famicom. При написании треков для игры Gremlins 2 Нобуюки Хара задействовал этот звук. Кодака вспоминал, как однажды Хара сказал ему, что только что создал новые классные звуки и просил найти им достойное применение. А потом сидел и ждал до рассвета дома у Кодаки, пока тот сочинял музыку. И когда он отдавал ему готовые ноты, Хара говорил: «Остальное моя забота», и бежал обратно в офис. Вот так и рождался этот крутейший инструментал. Когда Нобуюки Хара программировал музыку Кодаки к игре «Бэтмен», ему было всего 19 лет. Полгода спустя он впервые применил свой уникальный сэмплированный бас в игре Rough World. А еще через 5 лет, к несчастью, он скоропостижно скончался от внезапной болезни, что стало настоящей трагедией для его друзей и коллег. Но то, что они сумели сделать и реализовать вместе с Наоки Кодакой и другими парнями из Sunsoft, уже стало настоящей легендой, а значит, получила право на бессмертие. Эта музыка, Нобуюки-кун и Кодака-сан, будет жить вечно.